Что ты здесь делаешь? Макс, я много раз звонила, но ты не отвечал. Ты не ответила на мой вопрос. Что ты здесь делаешь? Макс, прости меня. Не отталкивай. Поговори со мной, прошу. Я виновата. Я сделала страшную ошибку. И сама все разрушила. За 3 года не было и дня, чтобы я не вспоминала об этом. Ты хотела воды? Макс, я сейчас все тебе объясню. Макс, пожалуйста, остановись. Макс! Анна! Я понимаю, как больно тебе было. Назначен день свадьбы, а ты вдруг застаешь невесту с другим. Это была ужасная ошибка. Это была измена. Нет, это была ошибка. Прости меня. У меня с Робертом никогда ничего не было. Я в тот день выпила лишнего и не совсем понимала, что творю. Он для меня никто. Ведь я всегда любила только тебя. И думала только о тебе. Я хотела объясниться, поговорить. Я тебе звонила, писала, хотела увидеть или просто услышать твой голос. Посмотри на меня. Мы же были неразлучными. Мы любили друг друга с детства. И ты не забыл меня, я же вижу. Я же чувствую. Ты так одинока, и это неправильно. Одиночество разрушает нашу жизнь. И каждого из нас. Одиночество разрушает. Извини, что не смогла прийти. Возникли проблемы на работе, а телефона с собой не было, поэтому не отвечала. Короче, я готова отработать эту встречу в любой другой день, вне графика. И если билеты в театр пропали, я верну тебе деньги за них. Глупости, не волнуйся. Потом разберемся. Правда? Ладно. Ну, тогда пока. Подожди. Что? А как вообще у тебя дела? В каком смысле? На работе. Как себя чувствуют твои подопечные? По-разному, как возраст позволит. Слушай, уже поздно. Доброй ночи. Спасибо за звонок. Мы обязательно завтра свяжемся. Доброй ночи. Он сказал мне спасибо? Как странно. Макс, мне очень холодно. Без тебя мне было так холодно. Пригласишь меня на чай? Анна. Уже поздно. Ты на машине или вызвать такси?
Кажется, мою квартиру обокрали. Ну, что там у нас? Был в перчатках. Так что следов нет. Тот же почерк. Все как всегда. Ну, не все как всегда. Ювелирку и деньги почему-то не взял. Не успел. Я уверен, его просто спугнули. Возможно. Так, ладно. Прочтите и распишитесь. И вы тоже потом распишитесь. И вы так просто уедете? Хозяйка сказала, ничего не украли, верно? Да, деньги на месте и бабушкино колье тоже. Но вы должны открыть дело по факту взлома и проникновения в квартиру. Все откроем. И выставить здесь охрану. Нет, не выставим. Почему? Потому что угрозы жизни нет. Но я рекомендую вам поставить надежные замки в дверь. Да и саму дверь лучше заменить. Вам просто повезло, что вор растерялся и бросился отсюда бежать. Могло быть хуже, он мог напасть. Если вы что-то вспомните или что-то насторожит, звоните. До свидания. До свидания. Пойдемте. Спасибо вам. Вот чурбан. Гражданка понятая, мы еще не ушли и все слышим. Я в хорошем смысле этого слова. Извините. Не волнуйся, они делают, что могут. Поехали. Переночуешь у меня? Инга, ты забыла, что я не могу быть в твоей квартире. А, у тебя же аллергия на кота. Ладно, тогда я переночую у тебя. Ну, нельзя тебе оставаться одной с таким замком. Подруга, квартира твоя подустала. Давно пора сделать здесь ремонт. Обои, столярка, все надо менять. Для начала я куплю новую дверь. Денег как раз хватит. Помоги. Подожди, там написано договор. Что за договор? Во-первых, тебя это не касается. А во-вторых, ничего интересного. Так ты поможешь? Привет, милая. Привет, мама. Ты вчера так поздно пришла. Где была? Я ездила к Максу. К бывшему? Мама, тише. Папа услышит. Не услышит, он еще спит. Так вы виделись? Расскажи. Мы виделись, говорили. Я поняла, что он очень одинок. И что он все еще меня любит. Анна, вы разошлись 3 года назад. Это долгий срок? Достаточный, чтобы он успокоился, подумал и больше на меня не сердился. За 3 года он никого не нашел. А все лишь потому, что он не встретил никого лучше меня. Потому что он мой, мама. Так, а кто та, с кем он был на выставке? Никто. Он сказал, что это по работе. Мама, ты же ее видела. Серая мышь. Где она? А где я? Доброе утро. Как тебе не стыдно? Прости, я не удержалась. Ты испугалась, когда я его увидела. Но правда, я не могла его не прочесть. Прочитала? Ага. Марта Донец. Ну, ты даешь. Ты понимаешь, что это совершенно секретно? Да, в договоре есть пункт о конфиденциальности. Ты же знаешь, я могила. А ты крутая. Я крутая?
Да мне стыдно об этом даже вспомнить. Ну, я так и знала, что ты... Не знаю, зачем это Максу Болодису, чья подпись тут есть, но ты должна фиктивные отношения превратить в настоящие. Не дай бог. Пока ты спала, я погуглила. Марта, ты это видела? Посмотри, какой он перспективный. Это твоя взлетная полоса. Ну зачем ты мне это показываешь? Сама посмотри на него. У этого человека есть все, а он постоянно недоволен и злится. Посмотри, все рядом с ним просто замерзают. Ему никто не нужен. Тогда зачем это соглашение? У его деда крыша поехала. Если честно, мне интересно было бы посмотреть на него и спросить, почему он выбрал именно меня и зачем заварил эту кашу. Садись, нам надо позавтракать. Смотрите, вот моя рецензия. Они напечатали мой отзыв о новом меню в кафе на Васильковской. Марина, да ты крутой кулинарный блогер. Ну, не кулинарный, а гастрономический или ресторанный блогер. Все равно крутая. Еще нет, но стараюсь. Привет, коллеги. Как кофе? Ничего так. Хотите? Хочу. Пахнет вкусно. Я сам. Спасибо. Только напомните, у нас кофеварка где стоит? Он сказал спасибо? Правда? Ох, не к добру. Ох, не к добру. Прошу. Спасибо. О, разведчик. Есть новости? Добрый день, господин Болодис. Есть. Только что шеф пришел на работу и очень вежливо с нами поздоровался. А обычно с самого утра он уже орет на кого-нибудь, выговаривает, увольняет. А сегодня как подменили. Правда? Интересно. Молодец. Следи дальше. Еще свяжемся. Неделя прошла, а уже изменился. Вот артист. Даша, можете отдохнуть от меня, пока мы с Дмитрием пообщаемся. Хорошо, господин Болодис. Дима, я подозреваю, что Макс меня дурачит. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Люди так быстро не меняются. Что именно вас беспокоит? Честно. Сначала я подумал, Макс молодец. Усмирил гордыню, обдумал поведение, подобрал ключик к девушке, и поэтому она начала с ним встречаться. Я думаю, что все именно так. Не факт. Я стрелянный воробей. Нюхом чую, что-то тут не то. А вдруг они сговорились? Как это? Ну, не знаю. Например, они договорились встречаться так, для виду. А на самом деле, для них это как работа, чтобы потом еще отчеты мне присылать. Ну, Юрий Семенович, вы же сами сказали, что Марта особенная. Сказал. Что она не продается. Не продается. Я и сейчас считаю Марту очень честным и добрым человеком.
Сегодня такие девушки большая редкость. Но мало ли что придумал мой внук. Вдруг он ее обманывает. Или, еще хуже, вынуждает. Ну или чем-то шантажирует. Шантажирует Макс? Ну, вы такой шутник. Даже не представляю, чем бы он мог ее шантажировать. Юрий Семенович, вы... А вдруг ваш внук и правда сделал над собой усилие, вытащил из глубин своей души все самое лучшее и понравился девушке? И его характер становится все лучше и лучше. Точно так, как вы и хотели. Эй, вот и выясни, так это или нет. Мне нужна правда. Я понимаю, конечно, что он твой друг, но не забывай, что я твой работодатель. Тем более мы с тобой стараемся ради него. Или ты не в моей команде? Ну, я в вашей команде. А куда снова подевался Георгий Кузьмич? Прошу минуту внимания. Дорогие пациенты нашего пансионата, хочу огласить программу вашего культурного досуга. Итак, у нас для вас запланированы целых 3 удаленных мероприятия. В этом месяце будет экскурсия в ботанический сад. А в следующем месяце мы посетим планетарий. Я предлагаю посетить музей авиации. Я сам проведу вам экскурсию. Бесплатно. Спасибо, Борис. Но мы уже трижды были в музее авиации. Так что на этот раз планетарий и... Ну, пацаны, налетай. Я выставляюсь. Опа! Сегодня шикуем. Девчонки, вам конфеты. Это не алкоголь, это пиво. Где вы все время ходите, Георгий? Гуляю. Первый раз на зоне, где можно спокойно слинять за забор. А на чьи гуляете, если не секрет? На свои? На свои, конечно. Обижаете. Я не пустой откинулся. Шилом работал, варежкой шил. Садитесь уже и ешьте. Тося, а каким шилом Георгий работал? Он был сапожником? Что-то в этом роде, Алла. Вот. Георгий, тут не зона, а пансионат. Мы это уже обсуждали. Понял. Но как ни называй, а казенный дом. Все. Котлетку подогрейте, а то холодная. Не холодная, а остывшая. Но греть негде. Сломалась наша микроволновка. Ну, дожили. В камерах для пацанов скоро кофемашины будут ставить, а в доме для престарелых голимой микроволновки нет. Где такое видано? Вызывали Эмили? Да, заходи, Марта. Читай. Микроволновая печь 1, кухонный комбайн 1, тостеры 2. Да, пора обновить наш пищеблок. На кухне плита вдвое старше тебя. Я могла бы сама обратиться к спонсору, но он не меня, а тебя на выставке приглашает. Да, я говорю о Максе Болодисе. Короче, ты должна передать ему этот список и сказать, что нам без этого никак. И мы будем очень благодарны. Хорошо. Я сфотографирую список и напишу ему. Эх, молодежь. Ни в коем случае, Марта. Это невежливо. В общем, план такой. Сначала вручаешь ему с благодарностью от нас вот эту грамоту. Я ее распечатала и в рамочку красиво оформила. Дальше вот эти конфеты. И, минуточку. Так.
и домашний первачок. Это мой кум гонит. Идеальное качество. Handmade. Все, кто пробовал, в восторге. Чистый, как слеза, никакого запаха. Короче, заходишь, спонсору улыбаешься, передаешь от нас всю эту красоту, и только потом вручаешь ему этот списочек. Справишься? Постараюсь. Договорились. Только помни, на тебя смотрят старики. Фух. Так и сказал? Да. А вдруг Макс меня дурачит? Черт подери. Как он догадался? Он же тебя хорошо знает. Но он еще не догадался, просто засомневался. Дима, надо развеять его сомнения. И? Продолжать лгать дальше? Макс, не забывай. Я порядочный человек, ясно? И как порядочный человек ты не бросишь меня в беде. Каков наш план? Макс, он не наш. Это твой план. Будь проклят тот день, когда я согласился тебе помочь и составил этот ужасный договор с Мартой. Если всплывет, что я участвовал в этой твоей афере, меня лишат лицензии юриста. И правильно сделают. А твой дедуля меня в порошок сотрет. И он будет абсолютно прав. Угу. Да, ясно. Добрый день. Здравствуйте. Я к Максу Болодису. У меня к нему поручение. Вот мои документы. Алло, охрана беспокоит. Тут к Максу Болодису пришли. Марта Донец с поручением. Пустить? Пустите девушку. Под мою ответственность. Добрый день. Вы к Максу? Давайте я вас проведу. Познакомимся? Меня зовут Роберт. Марта. Я видел вас на выставке с Максом. Он мой кузен. Вы давно с ним знакомы? Недавно. Макс показывал вам это здание? Нет, не показывал. Здание строил очень модный архитектор. Все этажи выполнены в разных стилях. Может, хотите экскурсию? Да, хочу. Я хотела сказать нет. Не сегодня. В другой раз. Тогда нам надо обменяться номерами, если вы не против. Напишите номер. Да, конечно. Я вам сейчас позвоню, и у вас высветится мой номер. Сейчас прямо, 5-я дверь справа. Удачи. Спасибо.
А как у тебя вообще идут дела с Мартой? Нормально. Знаешь, она хорошая. Даже очень хорошая. О, кажется, она начинает тебе нравиться. О, ты о чем? Ты сам понимаешь. Я уже не припоминаю, когда ты вообще о ком-то так отзывался. Дима, Марта мне нравится как человек, в общем, но не как женщина. Такие, как Марта, не в моем вкусе. Конечно, на всякий товар найдется покупатель. Но я не представляю, кому она может понравиться. Нет, я не хочу сказать ничего плохого. Марта очень добрая, очень чуткая, умная. Она прекрасный человек, но я привык к другому уровню. Я обращаю внимание на ярких, красивых женщин, а Марта... бледная моль. Не то, не сё. Глазу не за что зацепиться. Здравствуйте. Добрый день. Вообще-то у нас обеденный перерыв. А вы к кому? Я к Максу Болодису. Мне поручили передать ему. Я могу сообщить шефу, что вы пришли. Как вас зовут? Не нужно. Я очень спешу. Пожалуйста, передайте ему это. Спасибо. До свидания. А Марта бледная моль. Не то, не сё. Глазу не за что зацепиться.